Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз, что скоро, а возможно и неожиданно случится или произойдет в вашей жизни в ближайшее время. Ну, возьмем буквально до 31 декабря. И на картах цыганского старинного пасьянса события со дня на день, именно события больше нам рассказывают или буквально показывают карты. Вот давайте узнаем, что же на самом деле случится, произойдет, какие события, может быть, важные вехи в ближайшие дни произойдут в вашей жизни. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю, потому как хоть и объединяет один знак зодиака, а все же судьба у каждого своя. Поэтому поправочку на это делайте. Переложите вот это то, о чем вы думаете, что вам, может быть, мои дорогие львы, покоя не дает, да? И вот какая подсказка к вам идет через карты? А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня последние статьи, ну, есть о чем поразмышлять. Кармический декабрь, вот последняя статья. И это не просто одна очередная статья, а это, знаете, кармические уроки, которые мы проходим к концу вот именно 25 года, и они формируют задел на 2026 год. Это именно важно для вас на 26 год. Есть и коридор возможностей. Одним словом, переходите, читайте, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где в одном месте я постаралась совместить весь контент с 3 каналов YouTube и с моего сайта, ну, ссылки там есть. Пока с вами говорю, смотрю, что же тут у вас совпадает. Ну вот пока ничего, похоже, не совпало. Давайте еще один ряд достанем. Знаете, когда так выпадает, то это как спокойное течение жизни. А вот смотрите, все же карты так чуть-чуть, но предупреждают. Предупреждают о чем или скорее о ком? Змея. Конечно, у нас год змеи, можем сказать, включите змеиный режим. Я иногда даю такой совет. Змея, она наблюдает. Вот у вас время, и если мне память не изменяет, и по планетарным транзитам, вот как раз кармический декабрь, там тоже вам, ну, как бы звезды советуют больше наблюдать, нежели участвовать, понимаете, выслушивать где-то, анализировать, да. Тут, если полшага в тень, то вам как будто это даже бонусами какими-то возвращается. Но, может быть, вот когда вам действительно нужно что-то просчитать. Вот, кстати, все равно хорошее настроение, потому что вообще это флирт. А может быть, это вы, мои дорогие львы, или вы люди видные, вы заметные сразу, да, и кого-то заинтересует ваша персона более чем, кто-то может захотеть познакомиться поближе, но в принципе код не только флирт, а вот знаете, как, ну, приподнятое несколько настроение может быть вот до конца декабря. Ну, в общем-то, это прекрасно, но, видимо, не стоит, может быть, всем доверяться, потому что змея все же нас призывает самим вот быть в таких энергиях, чтобы не просчитаться. Но вот смотрите, победа в каком-то деле, в решении какого-то вопроса. И стало быть, какое-то дело у вас решится. Смотрим, что еще. Ну, правда, спокойное течение жизни. Вот как раз свеча это и обозначает, когда нет много совпадений. Ну, может быть, вот так вот за кулисами, в тени, есть какая-то персона, которая за вами наблюдает. И по змее нам ведь всегда говорят, вот тебе нужно как бы через рентген невидимые лучи какие-то, да, пропускать каждого человека, может быть, доверяйте даже своей душе. Вот какие подсказки она вам дает в отношении одной персоны, в отношении другой. Вот какая-то аналитика, она все-таки присутствует. И, может быть, с некоторыми вы людьми будете более аккуратны. Тут ведь как будто кто-то себя не выдает. Но, тем не менее, победа. Вот, кстати, иногда по этому значению идет зависть банальная, а у вас тем более победа. И спокойное течение жизни. Более того, с учетом вот всего того, что сложилось, вы будете в центре внимания. И правда, тут может быть какая-то зависть. Смотрите, дела домашние, дела семейные. Когда очаг выпадает, это вот наши домочадцы.
домочадцы, но и может быть одновременно само по себе, да, ваше жилье, вопросы недвижимости, какие-то документы, я такое могу допустить. У кого-то из вас, вот смотрите, нож. Вообще это обозначает ссору, но у вас дополнительные идут, да, вот все, что мы видели. Может быть, это у кого-то, знаете, как какой-то родственник. Вот я такое могу допустить, потому что рядом значение очага. Какой-то родственник, который вам там что-то напишет, скажет непонятно. Может быть, это, знаете, как много эмоций будет. Вы и сами, с одной стороны, хорошее настроение, но на самом деле, может, банальная зависть. Как Борис Пастернак сказал, лучше не скажешь. Зависть– родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Вот не все люди, понимаете, хоть они нам и транслируют, вот как змея, что-то такое позитивное, да, а по факту стоит задуматься. Или, знаете, спросить себя. Вот если какая-то персона вдруг в вашу сторону проявляет какую-то активность, то, конечно, нам это приятно, знаки внимания, а все же задать вопрос первый. А зачем ему это нужно? Я не говорю, что мы должны устраивать какую-то тут глубокую философию, но иногда такие простые вопросы– это все равно, что себе соломки подстелить. Может быть, и правда, ваша интуиция вам подскажет, с какими людьми нужно быть более аккуратными, потому что у вас время успеха, мои дорогие, это правда, победа. Но не все окружение искренне радо. Ну, будем расценивать это как предупреждение. А если предупрежден, стало быть, и вооружен тоже. И пока я с вами разговариваю, смотрю, что мы можем еще соединить в нашем пасьянсе и по вертикали, и по горизонтали. Значения в крайних рядах мы тоже можем соединять. Ну, вот я пересматриваю. Не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем дальше. А нет, вижу. Вот. Угу. А вы знаете, тут может быть, все же мы все разные. Но правда, это есть правда, и поэтому, когда совпадает, увы, сердце и нож, разбитое сердце. Мы все разные, поэтому для кого-то и есть вроде бы дом, да, все что-то доброе, светлое, хорошее. И давайте так реально посмотрим. Или на реальные события. У кого-то вот все то, что выпало. Я правда, с учетом кота, могу допустить, что какая-то персона к вам проявляет знаки внимания, но все же тогда нам змея будет говорить: аккуратно, лев, не замечтайся. Хотя у кого-то это может быть просто две разные персоны или каких-то два разных события. У кого-то, я не исключаю, это было израненное сердце, а вот теперь не болит. Может быть, как какие-то знаки внимания, это тоже все очень важно для того, чтобы мы прошли какой-то сложный период жизни, и, может быть, вот этот гештальт, когда мы закрываем в прошлое дверь, вы тоже могли осуществить. Тогда как будто излечиться от этого израненного сердца у вас будет возможность, для кого-то и так. Допускаю, что и у кого-то, как я говорила, да, рядом очаг будет говорить о том, что, ну, кто-то из ближайшего окружения или из родственников, может быть, кровных. Ну, иногда у нас друзья едва ли не ближе, чем родственники, правда? Вот, может быть, какая-то старая тема всплывает, и вам захочется, ну, может быть, где-то и сказать то, что вы думаете. Или человек, который появляется, он как будто к этому вынуждает. Или какой-то известный уже персонаж, вот эта змея, с которым у вас прежде, вот как раз, да, у кого-то была семья или были отношения. И здесь, по воле случая или судьбы, каким-то образом персонаж материализуется и с какими-то претензиями. Вот я такого тоже не могу исключать. Словом, будьте где-то настороже, мои дорогие любимые львы. Ну, давайте мы... У нас сегодня колода Таро Добра, которую прорисовала известная художник, психолог и таролог Улит Барон Рид. Призывает нас быть добрее к самим себе. Вот давайте мы на этой колоде добра узнаем, так что же там скоро и что там неожиданно в вашей жизни. Что скоро для львов со дня на день? Ах, искушение. Искушение– это 15-й аркан, то, что мы говорим, дьявол, но тут именно искушение. Это привязанности, мои дорогие.
привязанности, зависимости, что скоро. Вот как я, кстати, с языка буквально сняла, да, сама у себя, говорила, что какая-то история, может быть, у вас была в жизни с определенным человеком, и вдруг он снова появляется, может быть, желает выяснить отношения. Ну, не исключаю. Понятно, не для всех, но для кого-то такое может проиграться. Может быть, знаете, есть еще, вот особенно если были длительные отношения, есть еще те факторы, которые вас соединяют. Ну, может быть, у кого-то это дела по недвижимости, у кого-то денежные вопросы, и еще пока не решены. У кого-то брак распался, дети остались, правда? То есть мы все разные. Вот иногда эта карта будет говорить тогда не столько о вашей зависимости, сколько о зависимости человека. То есть все равно вот есть какие-то нерешенные вопросы, ведь нам, по сути дела, говорят о какой-то игре. Вот, кстати, значение змея. Конечно, мы сами можем эту игру инициировать, тогда карта говорит, не заиграйся, иначе игра переходит в опасность. Но тут, понимаете, какая-то зависимая ситуация, что скоро о себе может напомнить. Может быть, она связана с вами самими как-то, да, или какие-то прежние истории, да, а у нас ретро-уран в Тельце, и знаете, это как что-то всплывает из недр, может быть, как тайна какая-то. Почему теперь про тайну с учетом аркана искушения? Потому что по тузу воздуха это информация. Причем такая, знаете, иногда достаточно колючая, но правдивая. Вот есть какая-то информация, которую вы можете получить, и после этого, может быть, как раз кто-то и будет ставить точки, или в каких-то двойственных отношениях вам захочется тоже больше ясности. У нас, знаете, как нам уже Сатурн у нас перешел в декабре в прямое движение, но он остается в той же конфигурации в градусах, которых был, когда было обратное движение. А Уран у нас в ретро, как я говорила. То есть это все равно какая-то прежняя история, может быть, до боли знакомая, но тем не менее, вот каким-то образом те люди из прошлого, мои дорогие, они в вашей жизни пока еще, видимо, будут. Ну, до конца декабря. Или если их нет, они могут о себе напомнить. А что это такое? Скоро, главное. Скоро же ведь. Мир. Вы какой-то Гордиев узел можете распутать. Как Соломоново решение какое-то принять. По тому вопросу, который вас и мучает, и надоел вам. А может быть, это будет и персонаж. Вам как будто от лишних людей хочется избавиться. Больше покоя, мира, гармонии в душе. Чтобы не было вот этих диссонансов. Потому что, к примеру, у кого-то там взыграло что-то в голове, ну или еще где-нибудь, да. То есть люди-то ведь нас окружают, они все разные, мы их не можем воспитывать, да и не должны. Но тут, знаете, наверное, подведем такой итог. У вас два старших аркана. С одной стороны, это привязанность, зависимость, желание, да, вот что-то именно сделать так, как мы это хотим. Или, может быть, это человек к вам приходит, да, и рядом туз воздуха, это ведь выход из лабиринта. Это какое-то однозначное решение и одновременно решимость. Это какая-то темнота заканчивается. Теперь уже лабиринт закончился, путаница какая-то закончилась. Может быть, это и связано с какими-то, ну, такими ситуациями неожиданными, потому что это скоро. Вполне вероятно, я такое могу допустить. Но для кого-то из вас, ведь аркан мир может говорить и об обратном, когда двое друг другу не поняли. Ну, может быть, и не двое, но в основном двое, да, все у нас какие-то казусы, это когда есть вот недопонимание двух людей. И можно достичь примирения. Мне хочется достать карты. А что же неожиданно? Да точно, снова старший аркан. Тут как по судьбе какой-то кармический урок. Во-первых, первосвященник тут действительно, как Сатурн, да, нам возвращает какие-то темы или людей. Поэтому, если вы что-то слышите, будьте внимательны. Тут может быть какая-то новость. Или если внезапно появился человек, вот здесь ничто не происходит случайно. Это, знаете, наверное, как какое-то жизненное расписание, прописанное в небесных скрижалях. И вам вот по этой судьбе ну, такой выход, что нужно пройти. И, может быть, завершить какие-то вопросы. Для себя прояснить какую-то двойственную, зависшую ситуацию, а может быть, зависимую ситуацию.
выход, вот он уже как будто все, да. Вы, наверное, даже уже знаете, как вам поступить, или вы, может быть, уже какой-то вопрос подвели к итогу и поставили точку. Ну, мои дорогие львы, вы поставили точку, а кто-то точку не поставил, думает многоточие, еще что-то будет продолжено. И поэтому вот такие визитеры могут быть. Я точно так же могу предположить, что у кого-то и ситуация по работе. Но она все равно близится к завершению, к разрешению, к гармонизации общей обстановки. По аркану первосвященника мы можем решить и начать какое-то обучение, потому что это и ученик, это и учитель. А для кого-то из вас, мои дорогие, это может быть принято решение о бракосочетании, ведь, скажем так, запись актов гражданского состояния тоже идут по этой карте, когда мы именно что-то подписываем. Ведь это карта где-то системы, определенной системы иерархии, и она нам говорит: не иди против закона, не иди против власти. Наоборот, и если ты где-то вписываешься как-то, да, вот в это течение, и бонусов будет несоизмеримо больше. Что еще неожиданно? Ну, наверное, знаете, как хочется сказать, демаркационная линия между вот этим лабиринтом, который был, и тем будущим, которое вы уже ясно видите. В каком-то вопросе вы себе скажете: я сделал или сделала все, что мог. Вам захочется, правда, поставить точку. Еще один старший аркан. Слушайте интуицию, безусловно, Луна. Но вот смотрите, может быть, хочется поставить точку. И вы ее можете таки поставить, но больше в своем сознании. Это вы определяетесь. Потому что рядом аркан Луна. И говорит: подожди, Лев, ты чего-то не видишь. Выглянет солнце, все встанет на свои места. Тем не менее, вы с чем-то как будто определяетесь. Очень важно. Но сказать, что вы это транслируете миру, окружающим, то, наверное, нет. Не время выносить вердикты. Подожди, как будто по судьбе. Ты не торопись. Может быть, действительно что-то, потому что два старших аркана. И вверху ведь тоже два старших аркана. Тут, знаете, сама судьба, как сплетает нить Ариадны, и что будет на пару шагов дальше, мы пока еще не видим. И, видимо, нам эти пару шагов сначала желательно сделать, а потом мы будем делать выводы. Видимо, выводы чуть попозже, по крайней мере. Ну, если банально, да, вы выводы сами, как я говорила, сделали, но, может быть, кто-то требует этого устного вывода или чтобы вы что-то озвучили. Но по аркану Луна нет, мы не озвучиваем. Нам как будто нужно пройти, вот знаете, вдоль узенькой лунной дорожки. Ни вправо и ни влево. Не примыкать ни к каким, может быть, ну, может быть, даже буквально на работе какие-то коалиции иногда создаются. Одни за руководителя, другие против. Или, может быть, это по части отношений. Но тоже, понимаете, это вам включить нужно змеиный режим и быть, мои дорогие, хитрее и мудрее. И к чему это все идет? Хочется спросить. Вот это да, вестник огня. У вас очень много идей. И у вас сейчас много возможностей. Но перед тем, как вы свои возможности будете буквально внедрять в жизнь, да, или когда вы будете искать единомышленников, к примеру, да, вот для какого-то проекта, если это необходимо, актуально у кого по работе, или пусть это вообще личное ваше какое-то творчество, задумка, вот все равно карта немножко останавливает по вестнику огня. С одной стороны, это может быть еще какое-то известие или какой-то вариант. Может быть, тот вариант, который нужно рассмотреть. Но я точно так же допускаю, что предыдущая карта почему говорит: не торопись. Пройдет время, выглянет солнце, все. Ты какие-то еще новости либо узнаешь, либо какая-то или правда откроется, или что-то изменится, да, тут самые разные варианты. И вот вестники иногда это как новость. Кто-то спешит с этой новостью, но все же в этой колоде это наши собственные планы, я с этого начала, то вот вы еще пока чего-то не видите. Правда, дайте ситуации развиться так, как должно. Не торопитесь с какими-то вердиктами. Вы встанете на выборе все равно, но вам как будто выбор этот потом будет легче сделать, потому что не будет внутреннего страха, мои дорогие. Тут вас, понимаете, сдерживает, либо это дело не в страхе, а это дело именно в том, что вам нужно на что-то решиться.
Причем где-то вот эти энергии, они не совсем для вас, ну, привычные, может быть, и так, две воздушные карты. Это, знаете, все-таки лев огненный знак, да, а это вот, знаете, такой холодный рассудок. Это где-то вот только интеллект. Но интеллект это такая выхолощенная, может быть, как конструкция ума или как мы воспринимаем. Хотя, по сути дела, это подсказки высших сил. Но, тем не менее, по девятке воздуха, как будто наша дева прекрасная. Как будто и говорят: ты не бойся, у тебя наступает то время, когда тебя ничто не держит, только какой-то внутренний страх. И вот двойка воздуха, ты выбор этот сделаешь. Может быть, сейчас ты пойдешь на эмоциях, вот где-то Луна об этом говорит. А через какое-то время у тебя мысли, они как бы стройными рядами пойдут, мои дорогие львы. Я, конечно, шучу, но вот тут правда. И вот этот выбор, скорее всего, вы сами что-то будете переигрывать. Вот к чему все идет. Вы сами что-то измените. Именно потому, что какая-то часть вас самих посмотрит на какую-то проблему, вопрос, отношение совершенно с другого ракурса. И вы понимаете, переживала по какому-то поводу, по которому переживать не надо. Или, может быть, даже какой-то человек, который вам казался, да, ну вот как-то вы его себе рисовали в одном облике, а он тут с какой-то другой, может быть, стороны проявится, то выбор будет сделать явно проще. К чему все идет? Вот, наверное, чуть-чуть позже. Может быть, это уже буквально первые числа января. Будут какие-то более конкретные разговоры, более конкретные предпосылки. Точно так же я могу сказать, что кто-то из людей может с чем-то, допустим, определиться, и вы об этом узнаете. Каким-то образом это будет оказывать влияние и на вашу жизнь тоже. А я должна сказать, что в январе мы не будем долго раскачиваться. Нет. Хоть и иногда эти праздники идут в затяжку, но тут такая конфигурация у нас планет, что скучать нам будет некогда, правда, где-то уже к концу первой недели, а то и раньше. Мы так это резво будем чем-то заниматься. А шестерка Земли, помощь высших сил, это карта финансовой победы, финансового успеха. И это еще карта, когда вообще для нас доброе время. Может быть, вот пока вас карты немножко и останавливают. Нам кажется, это мы какую-то проблему иногда должны решить. Вот мы и только мы. Она буквально на нас замкнулась. А проходит какое-то время, мы понимаем, да нет. А если мы куда-то иногда не поторопились? Бывает, что сами по себе какие-то вопросы либо утрачивают актуальность, либо сами по себе решились. Но у каждого здесь свое. Кто-то время вот именно какое-то вам, словно, может быть, пару-тройку дней, не торопиться, если мы говорим, да, потому что тут что-то еще вокруг в пространстве определяется, или из людей кто-то определяется. И потом вы уже как будто, знаете, с большими ресурсами в самое яблочко можете попасть. И как и страхов меньше будет, больше будет уверенности. И вот этот выбор какой-то или двойственную ситуацию по части каких-то привязанностей и зависимостей вам уже как высшие силы помогают решить безболезненно, легче и более правильно. А для кого-то из вас к чему все идет вот такая политика, да, ваша внутренняя, такая осторожность, буквально вас приводит к финансовому успеху. Вы себе за это скажете спасибо. По крайней мере, по работе так это точно. Может быть, так растет даже ваш авторитет. Может быть, это кто-то ругается вокруг вас. Я ведь такое тоже могу допустить. Вот оставайтесь, как всегда, элегантны и невозмутимы. Мои дорогие, любимые львы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии, душевные такие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.